Всем привет! Многочисленные фанаты компании Xiaomi, а также простые пользователи уже достаточно давно ждут презентацию нового планшета, а именно Xiaomi Mi Pad 5. Также, что хочется отметить, мы с каждым годом наблюдаем картину, когда рынок планшетов в области Android не может нам предоставить практически ничего. За исключением некоторых решений от компании Samsung, а также Huawei. Также хотелось бы отметить, что спрос на планшеты значительно стал меньше по сравнению с предыдущим периодом. Но совсем недавно в сети появилась информация, что скоро нас ждет премьера линейки Xiaomi Mi Pad 5. А если быть точным, то в августе этого года. По предварительным данным, стоимость новинок будет находиться в пределах $500. Также совсем недавно планшет Mi Pad 5 засняли на производстве, что также указывает на скорый анонс планшета. В линейке будет 3 модели на разных платформах и с разной ценой. По предварительным данным называться они будут так: Mi Pad 5 Lite, Mi Pad 5, а также Xiaomi Mi Pad 5 Pro или Plus. Технические характеристики и дизайн всех трех моделей будут идентичны практически, кроме установленного процессора и, возможно, аккумулятора. На данный момент известны практически все технические характеристики планшетов серии Mi Pad 5. Основные фишки серии — это матрицы разрешением 2560 на 1600 пикселей с поддержкой электронного пера, распознавающего 4096 степеней нажатий, мощные энергоэффективные процессоры от компании Qualcomm, двухэлементная батарея емкостью 8520 мАч, также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, боковой сканер отпечатков пальцев и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, по предварительным данным, новинка Xiaomi Mi Pad 5 получит отличный топовый экран. Диагональ дисплея будет 11 дюймов. Можно сказать, что на данный момент это золотая середина для многих пользователей. Что немаловажно, он будет выполнен по технологии IPS, а это означает, что мы получим отличную цветопередачу, фиксированное энергопотребление и, конечно же, долговечность. Хорошо откалиброванный IPS экран передает цвета с максимальной точностью. Именно поэтому профессиональные мониторы для дизайнеров, фотографов выпускаются на IPS матрицах. Они обладают наибольшим охватом оттенков, что позволяет получить на экране реалистичные цвета объектов. Жидкие кристаллы, формирующие картинку на IPS-экране, почти не потребляют ток, в то время как основным потреблением являются диоды подсветки. Поэтому расход энергии не зависит от изображения на дисплее и определяется уровнем подсветки. Благодаря фиксированному расходу энергии IPS-экраны обеспечивают примерно одинаковую автономность при просмотре фильмов, веб-серфинге, гейминге и так далее. Мы должны получить отличное разрешение дисплея, а именно 2560 на 1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц и значением дискретизации сенсора 240 Гц. Напоминаю, дисплей с частотой 120 Гц обновляется в 2 раза быстрее, чем экраны с частотой 60 Гц. Более быстрое время обновления также означает и меньшую задержку, поскольку пиксели обновляются чаще. Все модели будут иметь поддержку сетей 5G и двойные аккумуляторы, суммарная емкость ячеек которых составляет 8720 мАч. Как мы помним, изначально были разговоры о батарее на 12400 мАч, но впоследствии из кода MIUI мы получили новые данные 8720 мАч. Впоследствии, благодаря сертификации органа 3C, в документе сообщается о наличии двухэлементной батареи емкостью 4260 мАч. В сумме 8520 мАч. Все очень запутанно, но возможно все эти 3 силы тока относятся к 3 разным моделям планшетов Xiaomi. Что касается зарядки, то ходят слухи о поддержке быстрой зарядки на 50 Вт. Но есть также информация, что Mi Pad 5 может использовать сверхбыструю зарядку на 100
Вт. И это будет уникальный случай в мире планшетов. Что касается камеры, то ходят слухи о двойной камере, а основной датчик выступит на 20 мегапиксель Sony IMX586 и вспомогательный широкоугольный на 13 мегапиксель. Жемчужиной камеры будет оптический зум 5х и электронный 30х. А вот про фронтальную камеру информации нет. Также есть предположение, что Xiaomi Mi Pad 5 Lite будет иметь одинарную камеру на 12 мегапиксель. Прежде всего, самой интересной новостью может стать поддержка пера, что сделала бы планшет идеальным для творчества всевозможных творцов. И так как уверяют всевозможные инсайдеры, серия получит отличные процессоры от компании Qualcomm. Топовая версия гаджета, а именно Xiaomi Mi Pad 5 Pro или Plus, получит Snapdragon 870. Выпускается по 7-нанометровому техпроцессору. Процессор получил 4 ядра Cortex A77 и 4 A55. Графический процессор выступает Adreno 650, такой же как в Snapdragon 865+. Встроенного модема опять же нет, но он, Snapdragon X55, доступен в качестве подключаемого модуля. Что удивляет, так это то, что Snapdragon 870 также не поддерживает Wi-Fi 6E. Платформа поддерживает экраны разрешением 1440p с кадровой частотой 144 Гц и HDR+. Сигнальный процессор остался прежним, это Spectre 480. Он поддерживает датчики разрешением до 200 мегапиксель и захват видео 8К с частотой 30 кадров в секунду. Более доступная версия, а именно Xiaomi Mi Pad 5, получит процессор Snapdragon 860. Процессорная часть построена из трех кластеров. Одно главное ядро Cortex A76 с частотой 2.96, 3 производительных ядра Cortex A76 с частотой 2.42 и 4 энергоэффективных ядра Cortex A55 с частотой 1.8. Разница с предшественником составляет 45% по одноядерной производительности и 35% в многоядерной. В состав чипсета входит модем X24 LTE. Кроме того, данный чипсет поддерживает 5G модем X50. Еще больше изменений произошло с Hexagon 690, который теперь содержит нейропроцессор с тензорными ядрами, в результате чего способен обрабатывать 7 триллионов операций машинного обучения в секунду. А вот младшая модель, то есть Mi Pad 5 Lite, получит процессор Snapdragon 768G, построенный на базе 7-нанометрового техпроцессора. Процессор имеет 8 ядер. Высококлассно Cortex A76 2.8 ГГц, одно высокопроизводительное Cortex A76 2.4 и 6 энергоэффективных Cortex A55 1.8. Чип имеет встроенный 5G модем Snapdragon X52 с поддержкой миллиметровых диапазонов. Ну что же, на мой взгляд, мы действительно получим очень и очень крутой планшет. Да, конечно же, Lite не предоставит нам, можно сказать, максимальных возможностей, но Xiaomi Mi Pad 5 действительно заслуживает внимания. Самое главное, что мы получим отличный экран, и я очень рад, что он будет выполнен именно по технологии IPS. Но вы должны понимать, что есть множество слухов, что он будет и AMOLED, и IPS, то есть разобраться в этом очень и очень тяжело. Но всевозможные инсайдеры уверяют, что это будет именно IPS. А разрешение 2К делает данный планшет идеальным для, можно сказать, работы с графикой и так далее. То есть, действительно, планшет заслуживает внимания. Второй, самый большой плюс, это, конечно же, поддержка быстрой зарядки. 50 или 100 Вт, что очень и очень круто. Также есть еще один немаловажный плюс. Это процессоры от компании Qualcomm. Ну и, конечно же, напоследок мы оставим цену. $500 за самую младшую модель. На мой взгляд, это действительно заслуживает внимания. Ну что же, ждем данные планшеты на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.